CSGO.net.in. Скины CSGO по низким ценам. Всем привет! CSGO существует уже больше 10 лет, однако продолжает бить рекорды по онлайну. И даже несмотря на то, что считается весьма оптимизированной игрой, с каждым новым обновлением, думаю, многие заметили, что микрофризы, подлагивание, желейность мышки и, конечно же, небольшой FPS проявляются все активнее. Особенно снижение FPS, который для контры крайне важен. Именно поэтому мы сегодня с вами и займемся увеличением количества кадров в игре, от базовых команд, доступных всем, до разгона, к которому нужно подходить осторожно и индивидуально. Но, конечно, обо всем об этом более подробно в самом видео. У меня же получилось поднять FPS где-то с 200 до стабильных 400 и даже местами 500. Поэтому прежде чем начать, огромная к вам просьба поддержать это видео лайком. Это очень поможет развитию молодого канала, а также подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего нового. Приятного просмотра! Ну и конечно же все и так знают, что на скорость игры и скилл игрока метко ставить хедшоты влияют именно скины. Это, конечно, шутка, однако скины явно помогают выделяться на фоне остальных игроков. Но что делать, если хочется купить крутой скин, но денег не особо-то и много? Тогда тебе поможет сайт CSGO.net, работающий по принципу увеличения вероятности выпадения скина. Проще говоря, выбранный скин может выпасть не с первого раза, но за счет этого и цены здесь самые низкие. Например, скин, который вы можете сейчас наблюдать на фоне, это М4А1С Хрусталь, обзор на который вы, кстати, можете посмотреть на канале. Его цена в Стиме в состоянии после полевых испытаний начинается от 400 рублей. На разных торговых площадках, например, Liskins, уже на 50 рублей дешевле. Ну а на CSGO.net стоит он уже порядка 250 рублей, то есть в половину дешевле Стима. Но повторюсь, и выпасть он может не с первого раза. А потому, дабы это продемонстрировать, я куплю его трижды, для чего мне как раз хватит 700 рублей, которыми можно пополнить аккаунт любым удобным способом, включая Kiwi, карты Мир и даже криптовалюту. Так что жму купить. И с первого раза выпал скин на М-ку, однако не тот, который я выбирал, но по цене приблизительно столько же, сколько и заплатил. А потому продолжим. Выбираю состояние после полевых и жму купить. Оплачиваю. И вот со второго раза уже выпал нужный мне скин, который к себе в Steam можно отправить в личном кабинете. Главное, указывайте правильную трейд-ссылку на свой аккаунт. Ну и так как я все равно пополнял на 3 покупки, куплю еще раз. И на третий раз выпал снова другой скин по цене даже дороже, чем заплатил. Так что ссылочку на сайт, если хотите, также оставлю в описании. Ну и приступаем к оптимизации, дабы с 3 новыми скинами игралось еще лучше. Итак, начнем с настройки самой игры. Перед запуском в Steam жмем по CSGO правой кнопкой мыши «Свойства» и вписываем вот этот код, который вы можете найти в описании. Если кратко, эти команды убирают кровь, сглаживание шрифтов, включает полноценный многоядерный режим, конечно при условии, если у вас не одноядерный процессор, а также уменьшают использование памяти ЦПУ и разные по мелочи. Далее запускаем игру и в настройках выкручиваем всю графику на минимум, кроме отключения многоядерной обработки и подсветки врагов. Но последнее это, конечно, по усмотрению. И включаем консоль. При таких настройках графика вполне себе играбельна и не мыльная, но думаю, настройки графики и так все выключают. После чего заходим на любую карту и смотрим результат. Если этого оказалось мало, продолжаем. Открываем консоль и вписываем следующие команды, которые также будут в описании. Первая — Matte Disable Bloom 1, которая убирает ненужные Bloom эффекты, то есть, например, свечение. Вторая — DSP Slow CPU 1, для понижения обработки качества звука, но повышения частоты кадров. Ну а если и этого мало, вписываем Air Drop Particles 0. Это отключает любые анимации, выстрелы, всплески воды и так далее. Игра тогда, конечно, выглядит совершенно по-другому, зато вот FPS увеличивается заметно. Понятное дело, все сразу прописывать не нужно, лучше по одной команде и смотреть на результат. Если в конкретно вашем случае какая-то команда дала ощутимый прирост FPS, который вас устраивает, просто допишите ее в настройках запуска игры, как мы это делали в начале, чтобы каждый раз не активировать ее через консоль. Ну и всегда еще существует вариант уменьшить разрешение, но с ним и появляется больше мыла, так что с разрешением уже экспериментируйте. Второй пункт — настройка винды из Steam. Многие рассказывают, как нужно настраивать винду, что куда заходить, где и что вписывать, но на деле работает это не работает в общем. А в некоторых случаях можно сделать даже хуже. Думаю, многие, кто смотрит подобные видео, знают про команду msconfig и настройку ядер при запуске. Так вот, на старых ноутбуках и ПК годов так 10-15 это может просто вызвать критическую ошибку.
Конечно, после перезагрузки Windows предложит вернуть все настройки назад. Но серьезно, зачем такой геморрой, учитывая, что прирост получается в пару кадров, если вообще получается? Так как в некоторых случаях система просто уходит в защиту с ошибкой, которую на современных Windows, начиная с 8, исправить не такая тривиальная задача. Итог: не лезьте особо в винду. Это лишь система, то есть оболочка, служащая для запуска приложений и игр, чтобы вы видели, что запускаете, а не прописывать код вручную, которую не нужно оптимизировать. А если что и нужно, так это игру, что мы и сделали в прошлом пункте. Разве что немного сплагиачу идею у одного блогера MZK Show, который провел тестирование CS на разных Windows, и оказалось, что больше всего FPS на Windows 8.1. Хуже же себя проявила Windows 7, ну а между ними располагаются Windows 10 и Windows XP, самый древний мамонт. Еще как вариант для установки Windows можно использовать облегченный образ с разных форумов, предварительно, естественно, почитав отзывы. В остальном, настраивать винду под CS просто незачем. Разве что еще можно сделать, это минимизировать нагрузку на систему другими приложениями. Ведь даже если закрыть все видимые приложения, часть останется работать в фоновом режиме. Чтобы это исправить, зажимаем клавиши Ctrl-Shift-Escape, жмем подробнее и переходим во вкладку «Автозагрузка». Это подавляющее большинство приложений, установленных вами на ПК, которые запускаются вместе с Windows и работают в фоновом режиме, что, естественно, параллельно игре нагружает систему. Поэтому все выключаем. За работоспособность ПК переживать не стоит. Повторюсь, здесь только ваше приложение без системных файлов. Единственное, что можно оставить, так это антивирус, если вы им пользуетесь, конечно, и на время игры просто его отключать. У большинства антивирусов есть время сна на выбранное время. Ну и еще в Trey можно тоже все почистить, оставив только Steam, но и его тоже нужно настроить. Ведь пока мы играем, в Steam происходят фоновые процессы. Как минимум для повышения FPS в игре, как бы это странно ни звучало, нужно поставить статус «не в сети», то есть просто выйти из чата, чтобы этот процесс выключился. Второе, заходим в Steam, настройки и во вкладке в игре отключаем Overlay. Далее в библиотеке включаем низкая нагрузка на сеть, упрощенный режим и скрыть контент от сообщества. Еще как вариант для уменьшения нагрузки на сеть можно отключить Remote Play и трансляции. После чего жмем ОК, и Steam практически настроен. Последнее, что еще можно сделать, это выбрать вид «Компактный режим». В таком формате Steam практически не влияет на производительность ПК и служит только для запуска игр. Все это в той или иной степени должно повлиять на FPS в игре. Но стоит помнить, что все еще зависит от вашего железа. Есть компы, которые в принципе не оптимизируемы. Как бы ты ни старался, на доисторическом офиснике запустить CSGO не получится. Однако все эти рекомендации в том или ином случае безвредны. То есть их можно спокойно откатить без вреда самому компьютеру при желании. Но вот следующий пункт самый эффективный, но и самый рисковый, если не понимать, что делать. Разгон. Реально, это самый действенный способ, но не зная, что делать и как это работает, можно нанести непоправимый вред своему ПК. Дабы не вдаваться в подробности, перед разгоном просто задайте себе два вопроса. Первый, как часто вы чистите систему от пыли и меняете термопасту? И второй, какие критические температуры вашего процессора и справляется ли охлаждение со своей функцией? Все это в сумме, если не чистить ПК или стоит слабое охлаждение, ведет к перегреву и как следствие к тротлингу, то есть банальному снижению частоты процессора, которые мы как раз и поднимаем в разгоне, поэтому и смысла от этого нет. Минимум, что в таком случае грозит, это ухудшение и нестабильная работа ПК. А как максимум сгорание, если не процессора из-за снижения частот, то цепей его питания, которые не разрабатывались с учетом таких американских гонок. На современных игровых досках, конечно, уже стоят радиаторы по питанию, но с таким сетапом и не думаю, что стоит разгоняться для CS-ки. Поэтому к разгону подходить нужно реально очень осторожно. И если вы ответили себе на два вопроса и проверили, что без разгона процессор не перегревается и не тротлит, банально для этого скачайте AIDA 64 и запустите стресс-тест процессора, чтобы увидеть его максимальные температуры, и если она достигает 100 градусов, о разгоне и речи идти не может. Такие проблемы, например, часто встречаются даже на современных тонюсеньких лэптопах или обычных ноутбуках под офис. А если при нагрузке стресс-тестом, которую ни одна игра повторить не сможет, температура держится на уровне 75-85 градусов, немного подкрутить частоты все же можно. Я для этого использую универсальную программу Quick CPU как для AMD, так и для Intel. Но, конечно, есть куча других программ, например, от MSI под свои материнские платы и других производителей с практически тем же функционалом. Ну или как вариант еще разогнать можно через BIOS, но это уже посложнее.
В общем, качаем программу с официального сайта, скидываем на рабочий стол и запускаем от имени администратора, чтобы все функции работали. Далее нас интересует настройка System Power Plan, ставим высокую производительность. И внизу все ползунки выкручиваем на 90-95%. Если вам вообще не жалко свой ПК, ставьте на 100 и жмем Apply. После чего FPS в игре должно увеличиться заметно. Однако после игры рекомендую ставить назад режим сбалансированный, чтобы лишний раз не нагружать ПК. И такими нехитрыми манипуляциями можно увеличить FPS в CSGO. Главное, следите за температурой процессора и своей пятой точкой в момент игры. Ну и в завершении еще один совет, не столько про оптимизацию. Если вы настраиваете систему по каким-то видео, включая мое, делайте это поэтапно. То есть выполнили первый пункт, проверили, как оно работает. Если безрезультатно, все можно вернуть назад, а если просто бездумно повторять за авторами и что-то сделать не так, потом это вернуть будет крайне сложно. А на этом сегодня все. Ставьте лайки, если видео было полезным, залетайте на сайт CSGO.net, дабы получать топовые скины по самым низким ценам, и не забывайте подписываться на канал, тут много чего интересного. Так что до встречи в новых видео. Пока!